В общем, как вы можете видеть, сейчас я нахожусь в Литве. Я еле сбежал из Саудовской Аравии, мне пришлось бежать через границу, за мной даже охотились солдаты Саудовской Аравии, но я все-таки смог сбежать. И история началась с того, что мне пришло сообщение от Роналду в Нильзиграме. Увидев успехи моего замечательного канала на ютубе, он пригласил меня в Эр-Рияд на стадион Аль-Насра для записи совместного видео. Вот мое селфи с ним. Я прилетел в Саудовскую Аравию и меня там встретил личный кортеж Криштиану. Мне дали номер в лучшем отеле страны, после чего я стал гулять по улицам Эр-Рияда. Было очень жарко, но мне понравилось. После дня, проведенного в столице Аравии, я пришел на матч Аль-Наср Аль-Хиляль 4 апреля, который проводился в рамках Суперкубка Саудовской Аравии. Я отлично провел время на матче на VIP-ложе и после матча встретился с Роналду, после чего он предложил мне вечером встретиться в ресторане. Я, конечно же, согласился, и когда настало назначенное время, я пришел в ресторан, и там вместо Роналду меня встретил Паша Пинис. Сначала я был в замешательстве, не понимал, что это такое. Когда я спросил у Паши, где же Роналду, он сказал, что это был пранк, и то, что он подговорил Роналду для того, чтобы схватить меня и продать на пожизненное рабство в Латвию. Я, конечно же, не поверил, но потом получил удар по голове. Я очнулся в темном помещении и не мог понять, где я нахожусь. У меня в кармане, слава богу, остался телефон. Я решил посмотреть свое местоположение, но у меня не было интернета. Открыв Google Maps, я увидел то, что последние данные GPS были час назад, в Средиземном море, недалеко от побережья Мальты. После этого я понял, что я нахожусь в контейнере. И наконец-то убедился в том, что слова Паши оказались правдой. Я запаниковал. Хоть я и не клаустрофоб, но я думаю, оказаться в закрытом контейнере посреди моря — это не очень радужная ситуация. В итоге, попробовав выбраться из контейнера, у меня ничего не получилось. Но наконец-то, полностью пришел в сознание, я увидел, то, что в одном контейнере со мной стоит новенький Ford Explorer синего цвета. На нем была наклейка, по которой было понятно, что этот авто будут выгружать в порту Клайпеды, Литва. Заметив цепь, оказалось, что Паша должен был привязать меня к стенкам контейнера. Но мы все знаем, что Паша не обладает сильным умом, и поэтому он не смог нормально меня привязать. Я смог открыть машину и спрятаться на заднем сидении авто. Всю поездку я пытался связаться с кем-нибудь, но в море ужасная связь. Вот и настала долгожданная выгрузка в порту Клайпеды. В авто сел доставщик и поехал куда-то. Имев с собой кусок арматуры, который валялся в контейнере, я быстро вырубил водителя и взял управление машиной, как вдруг я заметил то, что за мной едут два пикапа с саудовскими номерами. Я стал уезжать как можно быстрее, но они открыли огонь по авто и стали его таранить. Я свернул в поле и поехал, собирая колосья пшеницы у себя на лобовухе. В итоге мне удалось сбежать от них. Я приехал в какую-то деревню где-то в литовской сельской местности. Остановившись у какого-то дома, я постучался в двери, и как же мне повезло то, что дверь открыл нужный человек, глава армянской мафии Карен Оганесян. Он быстро узнал меня и сказал то, что он знал о моей ситуации и то, что за мной ведется охота. Он попросил меня переждать месяц в его доме. Вот прошел месяц, и 8 мая 2024 года я поехал в Вильнюс. Оказалось, что Паша забрал мой паспорт и все остальные документы. Однако российское посольство было закрыто, а обращаться в саудовское было опасно. Я записываю это видео 6 августа 2024 года. Им я хотел показать то, что Роналду продажный мудак, который повелся на Пашу Пиниса. Моя ситуация сейчас сложная, я не знаю, как получить свои документы. Но хотя бы я в безопасности. Следующее видео будет, когда я смогу покинуть Литву и вернусь к себе домой. Всем спасибо за внимание.